Допустим, вы гений, и у вас есть революционная бизнес-идея. Вы уверены в своих силах и решаете реализовать свою идею, чтобы сделать мир лучше. Вы запускаете стартап. Новая американская форма изобретательства – стартап – это сплав инноваций и бизнеса. Родившись во времена культурной революции, культура стартапов противопоставила себя корпорациям и добавила в деловую культуру элемент эмпатии, открытости и уважения к работникам. Давайте посмотрим, какие классические стадии развития стартапа в духе Кремниевой долины вам предстоит пройти. Открой Америку. Бизнес и технологии в США. Культура стартапов. Как нонконформизм и отвага стали правилами для деловых людей. Во-первых, вы должны четко понимать, что вы хотите делать и зачем. Для этого стоит проверить свою идею на Water Cooler Test, чтобы уметь рассказать любому за 15 секунд, в чем ее суть. Вы позвонили своим друзьям, программисту, миллионеру и маркетологу, и вот вы уже сидите в гараже или съемной квартире и мечтаете о миллионах и структурных сдвигах на рынке. Как когда-то Стив Джобс и Стив Возняк придумали персональные компьютеры, так и вы решаете предложить миру новый взгляд на рынок недвижимости, транспорт или изучение иностранного языка. Какого бы масштаба ни была ваша идея, главное для стартапа, чтобы она ломала привычные представления о том, как работает рыночная ниша, которую вы собираетесь захватить или создать с нуля. Первое правило настоящего стартапера – нонконформизм. Ищите нестандартные решения для стандартных потребностей. Следующим шагом должен стать поиск инвестиций, денег на развитие компании, которые инвесторы должны как минимум вернуть, а в идеале приумножить. Инвесторы и инноваторы всегда работают в сцепке, потому что только вложившись в стартап на ранней стадии, можно получить шанс на высокие доходы в будущем. В 1956 году Арнольд Бекман, известный предприниматель и филантроп, открыл лабораторию по производству полупроводников, руководителем которой стал Уильям Шокли, изобретатель биполярного транзистора. Из лаборатории Шокли вышли основатели Intel, а также первые венчурные инвесторы Юджин Кляйнер и Артур Рок, который на заре истории Apple вложил в него $57 тысяч. Через 3 года доля Рока в компании Джобса стоила уже $14 миллионов. Дружите и работайте с людьми, которым интересно вкладывать деньги в инновации. Вот второе правило человека, который решился создать свой стартап. И, разумеется, не забывайте о своей аудитории. В 60-е годы, когда инженеры и академики грезили персональными компьютерами, прорывной технологии было достаточно, чтобы привлечь внимание и инвестиции. В 80-е и 90-е основатели стартапов стали думать не только о железе, но и о нуждах потенциальных пользователей своих продуктов. Так появились Apple, eBay, PayPal и все известные сейчас интернет-гиганты. Благо, с распространением интернета пользователи и предприниматели стали намного ближе друг к другу. То, что сейчас в стартап-культуре называется Customer Development, тогда, по сути, означало третье культурное правило стартапа. Пойми свою аудиторию. Выясни, действительно ли им нужно то, что ты хочешь им предложить. Такой подход к аудитории и финансам требовал кардинально новой структуры бизнеса, отличной от традиционной вертикальной корпоративной модели. Пока финансисты и брокеры карабкались по карьерной лестнице на восточном побережье, инженеры и визионеры в Калифорнии внедряли горизонтальные методы управления персоналом. Когда основатели Intel Нойс и Мур набирали первую команду, они не полагались на помощь рекрутеров, так как считали, что сами лучше знают, кто им нужен. Собеседования проходили дома у Нойса или в каком-нибудь местном ресторанчике. Нойс и Мур беседовали с кандидатами, оценивая не только их профессиональные, но и личностные качества. Так появилось четвертое правило культуры стартапов. Успех приносит не технологии, а люди. Неважно, насколько гениальна идея, если ее реализацией занимаются неправильные люди, то ее ждет провал. Культура стартапа – это баланс дисциплины и правильной атмосферы, доверия и целеустремленности. Но вот по прошествии пары лет работы на благо человечества в окружении прекрасной команды вы понимаете, что у вас заканчиваются ангельские инвестиции, а продукт так и не перевернул мир. Значит, что-то вы делаете не так, и, возможно, проблема в продукте. Открытость и гибкость мышления – еще одно качество руководителя стартапа. Он должен быть способен признавать свои ошибки и внимательно следить за изменением конъюнктуры рынка.
Первый и бессменный директор Intel Эндрю Гроув назвал этот момент стратегической точкой изгиба, когда компания, столкнувшись с изменяющимся контекстом, должна принимать решение, которое может привести к успеху или тотальному поражению. Летом 1985 года Гроув и Мур приняли правильное для Intel решение и отказались от производства микрочипов памяти, переключив все свое внимание на процессоры. Также Uber, столкнувшись с забастовками таксистов в Барселоне в 2015 году, переключил весь свой автопарк на доставку еды из ресторанов и не только окупил издержки на выход на европейский рынок, но и на несколько лет сделал Uber Eats успешным ответвлением глобального бизнеса. Однако не все стартапы, добившиеся успеха, принимали правильные решения в стратегической точке изгиба. MySpace не выдержал конкуренции с Facebook, а видеосервис Vine продал свою технологию Twitter'у, по сути убив идею зацикленных видео. Функции коротких видеотрансляций забрали себе Instagram и Snapchat. Судьба большей части проектов в Кремниевой долине незавидна. Лишь единицы могут не только достичь персонального успеха, но и развить его. Отсюда пятое правило стартап-культуры. Имейте смелость принимать сложные решения в турбулентной бизнес-среде. Ну а если вам приходит предложение от Google о продаже компании, возможно, в этот раз для вашей идеи это и означает успех. Бизнес-ландшафт Кремниевой долины постоянно меняется, стартапы укрупняются, выходят на IPO и становятся большими компаниями с другими задачами и целями. Но романтика американской мечты продолжает привлекать в США инноваторов-одиночек с грандиозными идеями и планами.